Всем привет! В этом видео рассмотрим технику удара копьем. Начнем с источника 1843 года «Правила фехтования». В данном источнике представлена техника нанесения ударов, которая не используется в движении рук. По крайней мере, исходя из текста и из представленных рисунков. То есть в моем исполнении этот удар выглядит так. На мой взгляд, как и на взгляд более поздних источников, не использовать руки довольно глупо, поэтому дальнейший приведенный источник. Первый – это рисунок из французской книги по штыковому бою, оригинал, который был выпущен в 1852 году, а перевод на английский в 1862, откуда я рисунок и взял. Представлен удар с использованием рук, а также, что примечательно, с перемещением левой руки вдоль, в данном случае ложа винтовки, в моем случае вдоль древка копья или трубы. Аналогичный удар изображен в русском источнике 1861 года. Не берусь сказать, у кого что взял, но выглядит крайне похоже. И по тексту также. Собственно, у всех людей биомеханика сходная, следовательно, и удары будут похожи. В моем исполнении этот удар выглядит так, как с перемещением кисти вдоль древка, так и без. Но удары штыком создавались для борьбы с другим человеком вооруженным, тоже будь ружьем со штыком или саблей. Следовательно, требования к силе удара были более низкие, чем в моем случае, потому что поразить человека трехгранным тонким штыком, на мой взгляд, проще, чем пробить шкуру медведя довольно-таки широким лезвием. Вследствие чего я на основе представленной техники удара сделал свою, то есть в которой удар наносится с задействованием всего корпуса и рук, а также движением ног. И отдельно прошу заметить, есть движение правой ногой, то есть переход на мысок, как это часто делается в ударах в боксе, что позволяет больше задействовать в ударе икроножные мышцы и, следовательно, получить большую энергию удара. Вот также рассмотрим вариант удара, при которой левая рука отпускает копье или в данном случае ружье. Но под моей задачей получается сильная потеря устойчивости. То есть удар, наносимый при задействии двух рук, завершающая его часть получается гораздо более точной. То есть именно момент упора пятки копья в землю для обеспечения удержания цели. То есть в моем случае это предполагается, что это будет медведь. И далее рассмотрим небольшой фрагмент со сравнением. Сверху на экране представлены удары копьем в штыковой технике и снизу в моей технике. Как можно заметить, по итогу получилось, что в штыковой технике я смог нанести 7 ударов за 14 секунд, а в своей технике 6 ударов за 20 секунд, что все-таки ощутимо дольше. А также штыковая техника гораздо более точно, то есть позволяет наносить удары почти в одно место при желании. Но, как можно заметить по движению боксерского мешка, удар моей техники получается с гораздо большей энергией и большим удержанием цели. Всем спасибо за внимание, всем до встречи в следующих видео, всем пока.